Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я буду пробовать вышивать в технике сашико. Это японская вышивка, которая делается совершенно элементарными стежками. Смотрите, я использовать буду для этого лен, пяльца, нитки коко, они у меня называются, сделаны из мерсеризованного хлопка. Ну, соответственно, нитки тонкие, вязальные, и мне нужна будет иголка с толстым ушком. Ну и линейку с карандашом. Карандаш у меня мелковый, который, можно нарисовать, а потом с утюгом он убирается. Так как сашико вышивается совершенно элементарными стежками, то большое значение начинает приобретать именно геометрическая правильность рисунка. Мне нужен круг, поэтому я обвела пяльца с двух сторон, а внутренний круг я нарисовала просто от руки, просто старалась одинаковое расстояние придерживаться. Потом вот нашла центр, я показала каким способом. И теперь я взяла циркуль. К сожалению, у меня обычный циркуль, а не тот, который старенький, где можно было карандаш вставить. Мне надо разделить мой круг на 3 сектора. Для этого я отмерила радиус своего внутреннего круга. И вот такими нехитрыми движениями отметила, зная радиус, эти расстояния на своем рисунке. Для такой вышивки выбирают контрастные ткани с нитками. То есть, если темная ткань, то светлые нитки. Если светлая ткань, то темные нитки. Иначе будет не очень заметно, потому что она и так простенькая, эта вышивка. Я вот тем временем нахожу центры своих секторов, вот этих вот. И они у меня будут центрами для дальнейших рисунков. Дальше я от руки рисую. Стараюсь, конечно, чтобы все у меня было как можно более одинаковые между секторами. Вот. Но я не придумала, как еще. Я вот здесь я отмечаю вот по 2 сантиметра от сторон своего вот этого маленького кружочка, чтобы сделать кружочек побольше. Но вот дальше я не придумала, как мне отметить. Я сделала просто вот от руки, старалась как-то ориентироваться на какие-то точки, вот, для того, чтобы сделать совершенно симметричный рисунок вот во всех секторах, чтобы он получился одинаковый. Вы у меня можете спросить, а зачем я в названии упомянула пользу здоровью в зависимости от вышивки? А связь здесь прямая. Когда мы вышиваем, мы тренируем мелкую моторику рук. Все знают, что тренировка мелкой моторики очень полезна для развития детей, но не только детей, как оказалось, но и взрослых, и людям в возрасте она особенно полезна, потому что зона мозга, отвечающая за движение рук, очень близко расположена к зоне, отвечающей за речь. И функции мышления, памяти и речи напрямую зависят от мельчайших движений рук. Благодаря регулярным тренировкам мелкой моторики происходит интенсивное развитие психических процессов, мышление, внимание, память, речь, улучшается координация движений. Все это улучшает качество вашей жизни, не говоря уже о том, что в результате этих всех движений у вас получается красивая заготовка, которую вы можете использовать в своих дальнейших творческих работах. Посмотрите, какая получилась, очень симпатичная, хотя сшито все очень элементарными стежками, просто обычными самыми. Я взяла не чисто белые нитки, а вот такие вот, чтобы немножечко они меняли цвет. Вот посмотрите, на более светлой ткани не так ярко уже выглядит, но я все равно буду использовать эту заготовочку, потому что она мне очень нравится, она получилась очень нежная такая. И смотрите, еще на красном очень хорошо. Вот издалека не очень видно, что цвет ниток меняется, но он меняется и все равно выглядит гораздо симпатичнее, мне кажется, чем если бы было просто однотонными белыми нитками вышивка сделана. Я не позиционирую себя мастером в этой вышивке, в технике сашико, но это даже первые мои работы в такой технике. Но мне очень понравилось, и действительно выглядит очень мило. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, напишите свои комментарии. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.